Приветствую вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал по-прежнему базируется в городе Измаил, а это юг Одесской области на юге Украины, сплошной юг. Итак, мы сегодня будем рассматривать посевной календарь агрогороскоп на август месяц 2021 года. Время московское. И начинается этот замечательный период, мы уже с вами говорили, с посева. Я вот уже закупила себе семена зимней редьки. Вот такой дайкон, тоже 60 дней, очень хорошо. И здесь 60 дней созревания. И если у вас есть вот такие уже сорта редиса, ну не точно такие, но вот чтобы был 60 дней с момента всходов до созревания, можно смело вот первое число, 1 августа, телец, для корнеплодных, вот для таких редек это супер время, очень хорошее время, потому что, смотрите, это уже у нас близится к новолунию время, а это очень хорошее время для корнеплодных. 1 августа все 24 часа можно сеять вот эти семена. 2 августа будет переход Луны из знака Телец в Близнецы. Ну а в Близнецах вот уже начнется продуктивное время с 11 часов 41 минуты, но с 12 часов можно единственное, что листовые салаты посеять. И то земля должна быть увлажненная. Это как из вариантов. Ну вот то, что можно в Близнецах, больше ничего. 3 тоже и 4 в Близнецах ничего не сеем. Это время корнеплодных. Поехали дальше. Все ближе и ближе у нас время новолуния. И смотрите, тоже хорошее время. Не успели 1 августа, можно еще посеять в знаке Рак. Единственное, что нужно будет собирать в знаке Телец или Козерог. Очень важно, или в знак огня даже, для того, чтобы хорошо хранилась черная редька и дайкон. Вот смотрите, можно посеять в Раке, и это время будет при переходе в знак Рак. Это будет время, с утра, как проснетесь, когда можно будет, потому что начинается вот этот период убывающей Луны в знаке Рак 00:18 ночью. Так что можно и в этот период посеять. Единственное, что хочу сказать еще, что она получается очень сочная. Вот в чем прелесть вот этого посева, очень сочная, но не очень хорошо хранится. Так что вот этот момент учтите. Или 1 августа, или вот в этот момент 5 и 6. И 6 до 16 часов, потому что после 16:50 начинается время черной луны, Геката, потому что у нас далее идет время новолуния, рождения новой луны, и это будет 7, 8 и 9 августа. И только 10 августа после 16 часов 50 минут в Деве уже можно приступать к посевам. Но снова же в Деве можно сеять только укроп из овощных растений. Можно сеять цветочки, растущая луна. Если еще не посеяли двулетники и многолетники, тоже можно посеять. Ну а для тех, кто занимается теплицами и просят дать лучшие периоды для посева огурцов, хочу сказать, что Дева покровительствует огурцам. И вот можно посеять 10 после 17 часов вечером. Ну и можно, если не успеете вечером, 11 можно посеять до обеда тоже укроп и огурцы. А затем вот луна после 14:24 до 23 часов 8 минут. Это луна без курса, бесполезное время что-либо делать, отдыхать или заниматься техническими какими-то вопросами. Это можно, конечно, делать. А с посевами нужно подождать. А посевы далее будет очень хороший период. В весах, весы 12-13. Вот если вы решили посеять тоже цветы, двулетники, многолетники, это тоже еще хорошее время, можно сеять. Но только помните, посев проводим во влажную землю. Также можно посеять горох сидератный, можно горчицу листовую, небольшой участочек для того, чтобы витаминки еще похрумать. Ну и крест-салат, тоже весы покровительствуют этому растению. И вот 13 числа практически весь световой день это можно делать.
и уже 14 Луна перейдет в знак Скорпион, и это произойдет в 3 часа ночи 2 минуты. Получается, световой день у нас очень хороший, 14. Здесь же снова же отвечаю на вопрос тех, кто собирается во втором обороте еще сеять томаты и огурцы. Вот это тоже можно использовать, вот этот день, замечательный день. Скорпион покровительствует этим посевам, посадкам, а также в это время можно посеять различные салаты. Еще можно раннюю пекинскую капусту для выращивания в теплице. И можно и сидераты, салаты. Вот все, что зеленушка, все, что растет ввысь в Скорпионе, очень хорошо оно растет. Можно использовать это время. Потому что уже 15-го переход Луны из первой во вторую фазу. А это значит, что время не посевное, не посадочное. Идем дальше. Луна перейдет уже 16-го из знака Скорпион утром в 6:12, перейдет в знак Стрелец. Ну а Стрелец уже это знак очень быстрого роста, бурного роста. Если хорошая погода будет, можно сеять зерновые сидераты и горох тоже сидератный, для того, чтобы восполнить наши грядки нужными элементами питания, зеленым удобрением. 17-го то же самое, 17-го в Стрельце будут находиться те же самые культуры, можно посеять. У 18-го переход Луны в знак Козерог в 8:59. Это очень хорошее время, снова же Козерог, растущая Луна, тут можно много чего посеять. Те, кто имеет теплицы, и кто собирается еще посеять вторично, салатики можно посеять, семена салатов, сидераты, горох, лук на зелень очень хорошо в Козероге. Ну, различные зеленые культуры, я написала шпинат, но то, что вам надо, вот эти растения, которые вы выращиваете, если есть теплица, можно сеять в Козероге. Растения будут крепкими, здоровыми, сходят они, как обычно, медленно, но зато крепыши. Тем более впереди осень и зима. Можно в теплице выращивать вот эти культуры. Как хорошо, что вот в Козероге в августе месяце вот это самое продуктивное время как раз будет задействовано. Потому что потом уже в Водолее у нас будет время сожженного пути. А в Водолее, когда сожженный путь полнолуния или новолуния, ну совсем не жалко этого времени, потому что в Водолее не сеется, не высаживается ничего. И этот сожженный путь полнолуния будет в Водолее, а также в Рыбах. И вот у нас полнолуние будет 22 августа. И завершится 22, 23, 24 завершится вот этот период сожженного пути полнолуния. После 15 часов уже будет выход из сожженного пути полнолуния, но еще будет Луна без курса, поэтому практически можно там вечером аж поздно сидераты посеять. И все. И то лучше это при желании вечером замочили, допустим, в Рыбах, и можно посеять зерновые сидераты. А лучше все-таки это сделать уже утром 25 или 26. Только сидератные растения можно сеять в этот период. Затем Луна из Овна перейдет снова в замечательное время. Вот то время, когда я вам говорила про редис. А это значит, что можно будет уже после 8 часов, после 9 лучше часов утра в Тельце 27 августа, 28 августа и 29 августа до обеда можно посеять семена редиса очень хорошо. Получится в сентябре уже хорошее время. Если короткий световой день не удается выдержать, а его можно выдержать с помощью, если теплица не закрывается или открытый грунт, вы можете просто использовать агроволокно. Или темное, или светлое в несколько слоев. Но сокращайте световой день обязательно для того, чтобы хорошо созревал и формировал корнеплод редис. Ну, естественно, можно в Тельце еще посеять сидераты и салаты для выращивания в теплице. Можно вот на рассаду, я вот обычно сею на рассаду, и затем выращиваю, переношу в горшки и в теплицу переношу. 29-го Луна уже с 18 часов будет без курса и будет спать. Затем 30-го уже в Близнецах, кстати, Близнецы, переход в Близнецы 19:42, и затем в Близнецах переход в Луны из 3 в 4 фазу в 10:14,
а это значит плюс-минус 12 часов вот этого стрессового состояния. Ну и завершится практически месяц в знаке Близнецы 31-го. Ну а в Близнецах практически никаких работ мы не проводим пассивных. Ну что ж, мы рассмотрели с вами сегодня календарь агрогороскоп на август 2021 года. Сейте, пожалуйста, все, что желаете, то, что вам нужно. Тепличники, я знаю, что вы второй уже оборот активно начинаете, готовите теплицы, завершаете уборку сейчас первого оборота. Желаем вам всем хороших посевов, дружных всходов и затем хорошего урожая. Ну а всем вам, чтобы вы были крепкие, здоровые и всегда мирные и гармоничные. До новых встреч в новых видео.